Привет, я Ира и добро пожаловать в Логово интроверта. И сегодня будет такое нестандартное для моего канала видео. В общем, посмотрела я на коллекцию конвертов, которую показывает Алиша, и она какая-то у него бесконечная и очень интересная. И вот я решила показать, что у меня есть на эту тему. Это, конечно, всего несколько конвертов, но я думаю, кому-нибудь да точно будет это интересно. Ну, например, начнем вот с такого конвертика, который не пережил встречу с нашей почтой, но вырезки с него мне делать очень как-то не хочется, поэтому оставила его как память вот в таком вот виде. С очень вот, что интересно, это целая серия марок, вот так, наверное, видно, целая серия марок, цепка, наклеенная на конверт. Но встречу с почтой он не пережил, к сожалению. Печально. Вот такой вот немецкий конверт недавно мне прислала Лида с письмом. И марка этого года с почтой, посвященная Гарри Каспарову, очень тоже красивая, с шахматами. Очень интересная. И письмо тоже было очень интересное. Такие вот два у меня есть советских конверта какого-то там. 81 и 88 годов. Помощь зоопарком и, наверное, какой-то день культуры. Конверт первого дня 81 года, день культуры. Вот такой вот самый обычный конверт с интересным гашением. Пришел мне от моего испанского друга. Интересная марка, интересно погашена. Вырезать не хочу, хочу оставить целиком конвертик, как память. Вот такой вот чистый конверт первого дня, мексиканский, 2007 года, номерной, посвящен юбилею мексиканской военно-морской школы. Здесь на нем написано, что, если перевести, миссия этой школы, которая называется Каутемока, кстати, и парусник этот мексиканский тоже называется Каутемока, в честь предводителя ацтеков, который был казнен в 1525 году. И вот миссия этого учебного заведения — повышать моральный дух своих курсантов, чтобы они потом служили на благо мексиканского флота. Вот если перевести то, что тут написано на конверте. Но вообще этот парусник очень интересный. Он был построен в Испании и куплен Мексикой. На носу этого корабля венчает его по традиции деревянная фигура именно вот этого предводителя ацтеков Каутемока. Корабль, например, участвовал в одной из самых популярных учебных парусных регат, регате Кати-Сарк. Такой вот конвертик интересный. Вот такой вот с интересными марками мне пришел из Индии. С индийским блоком и серией марок, которую я недавно показывала в видео, в альбоме. Дальше что у нас? Вот такой вот конвертик, посвященный филателистической выставке в Боливии в 79-м. Вот. Логотипом этой выставки был как раз кораблик. Вот такая вот карточка почтовая от моего аргентинского друга. Здесь вот парусник учебный аргентинский, Ла Аргентина. Кстати, этот корабль, этот учебный парусник был построен в 1883 году в Венгрии.
то есть в Австро-Венгрии тогда. И построен для Турции, но по каким-то причинам Турция отказалась корабль покупать, и тогда его выкупила Аргентина. Он стал частью аргентинского флота. У меня вот есть еще одна карточка почтовая аргентинская 1969 года. И на ней дедушка учебного парусного флота Аргентины, фрегат «Геркулес». До того, как стать Геркулесом и войти в состав аргентинского флота в 1814-м, он долгое время ходил под флагом Британии. И был торговым судном, и им владел один из торговцев английских. После чего вот в 1813 году и продал его Аргентине. Вот такой вот. Одна из моих любимых тем – это Север, Арктика, Антарктика. И вот мой аргентинский друг прислал мне вот такой вот конвертик, который выпущен в память о том, как Аргентина прибыла к берегам шестого континента. Было это 8 октября 1903 года на паруснике «Уругвай», что, собственно, и написано на штампе вот на этом конверте. Ну и вот такое вот гашение интересное с корабликом. Вот такой вот еще один аргентинский конверт 1964 года, выпущен в день Колумба. Ну, мою любовь к маркам Колумба я тоже, думаю, многие уже знают. Поэтому почему бы не конверт? И один еще конвертик, посвященный Аргентине в Антарктиде. Этот конверт уже посвящен поднятию аргентинского флага на шестом континенте. И тут помимо вот самолета и корабля, который причалил к Антарктиде, написано, что было это 22 февраля. 22 февраля 1904 года впервые в Антарктиде подняли аргентинский флаг. И марки, соответственно, тоже посвящены вот этому событию. Ну и последний конвертик от моего еще одного испанского подписчика. Вот с такой интересной маркой. Она почему-то приклеена кверх ногами. Я не сразу поняла, когда получила конверт, а что это вообще? А на самом деле это летчик, которого просто приклеили вниз головой. Печально. Вот такой вот казус. Летчик, приклеенный вниз головой. Может быть, он просто решил уйти в штопор. Не знаю. Вот такое вот экспериментальное видео у меня получилось. И это все на сегодня. Спасибо за внимание. С вами была я, Ира. До новых встреч в блоге интроверта.